Здравствуйте всем! В этом видео я расскажу и покажу вам, что интересного можно увидеть на улице Городничанской. Покажу дом номер 23 после реставрации, что удалось сохранить, а что было полностью переделано. Покажу красивые виды на этой улочке, расскажу секрет необычного устройства рядом с дверью, покажу и объясню, чем интересны балконы, сохранившиеся на фасаде, и куда еще можно заглянуть здесь, чтобы увидеть что-то необычное и интересное. Ну, если заинтересовало, то присоединяйтесь. Улица Городничанская – это самый центр старого города, где, казалось бы, должно быть движение, шум, суета, но на самом деле жизнь здесь идет неторопливо и спокойно. Слышен звон старинных часов на фарном костеле, и можно не спеша пройтись и изучить архитектуру старых домов. Улица сформировалась в XV-XVI веках и в разный период времени часто меняла свои названия. В 1560-е годы она называлась «Улица, которая идет мимо дома Яна Хвойновского к воде». С 1680-го получает название Скальмановская, и только в 1864 появляется первый раз наименование Городничанская. В январе 1940 года название меняют на Фридриха Энгельса, но в 1992 было все-таки восстановлено историческое название – Городничанская. И сегодня, прогуливаясь по этой улице, думаю, многие из вас замечали красивое здание под номером 23. Оно построено в 1890 году и реконструировано в 2020. На фасаде сохранились литые балконы, которые заметно отличаются от других на этой улице. Очень красивая дверь и необычное устройство на стене рядом с дверью, прямо на кирпичной кладке. А если я вам расскажу, что это старинный домофон? Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что звук, как правило, идет снизу и очень хорошо слышен. Это как в многоквартирном доме. Представьте себе ситуацию: вы сидите на балконе или стоите у открытого окна на каком-нибудь 5-м этаже, и внизу идет человек и спокойно разговаривает по телефону. Вы слышите каждое слово. Так и здесь. Слуховая труба шла вниз, и в комнате, куда она выходила, сидел человек. Посетитель говорил в трубку, кто он и по какой надобности пришел, и дверь открывали, и нет было надобности колотить в дверь или звонить в звонок. От хозяина здания слышала историю, что, возможно, также здесь располагался орден сестер-назаритянок, и таким образом им кидали записочки с просьбой помолиться и небольшую денежку. Нигде не нашла подтверждения этой теории, но тоже красиво. И рядышком выше трубы ниша в стене. Обычно такие ниши делали, чтобы устанавливать фигурку святого, которому поклонялись. Так что версия об ордене назаритянок не лишена смысла. И обратите внимание на дверь. Дело в том, что эта дверь новая, сделана на заказ, и прообразом для нее послужила аутентичная старинная дверь 1890 года. Она, как часть украшения интерьера, заботливо сохранена, очищена и висит на стене в холле. Как еще отличить, старая дверь или новая? Обратите внимание на дверь в соседнем доме. В старых дверях петли всегда утоплены и спрятаны, чтобы сохранить их от воздействия атмосферных осадков. И старая дверь открывалась всегда вовнутрь, для того, чтобы в случае, если улицу замело снегом, например, и сугробы, можно было выйти. Современная дверь на Городничанской 23 открывается уже наружу, как по требованиям пожарной безопасности предписано, и петли, соответственно, вынесены на сторону улицы. А вот так дом выглядел в 2008 году и еще до всех ремонтов и реставраций. Как говорится, почувствуйте разницу. Внутри в холле сохранилась та самая старая дверь, по образцу которой сделали новую. Посмотрите, как интересно ее оформили в интерьере. Ее повесили на стене и сделали подсветку позади нее. Дверь почистили, отмыли, возможно, она была покрыта слоем краски, и стала видна структура старого дерева. Видны все детали, проработанные старым мастером, имени которого уже никто и не знает, а дверь вот она. Старые петли, гвозди, следы от многочисленных замков, неизвестно кем оставленные. Всю эту информацию дверь хранит. И смотрится, конечно, потрясающе. При реставрации и ремонте бережно сохранили то, что удалось найти и восстановить. Где могли, частично оставили старую плитку на полу и старинное зеркало в резной раме.
Интересно, если предположить, что оно в доме с года его постройки, то ему уже 135 лет получается. Всегда интересно заглянуть в такое, мне такие вещи очень нравятся. Также сохранили лестницы с коваными балясинами и, как я уже рассказывала, дом построен в 1890 году, и что только здесь не происходило за это время. Принадлежал он семье Авгусевич в 1930-х годах, и семья сдавала квартиры в этом доме в наем. После Второй мировой войны в сентябре 1944 на первом этаже здания открыли столовую, которая в состоянии была накормить обедами до 1000 человек в сутки. В декабре 1944 года в здании размещался хоспис при фарном костеле, а в 1950-е – дом инвалидов, а после больница Гродненского района. Не знаю, старинные ли люстры в здании, но смотрятся вполне себе к месту. Сегодня здесь ничего не напоминает о прошлом дома. Все отремонтировано и приведено в порядок. Даже старая плитка и лестницы покрыты, похоже, специальным лаком, чтобы блестели и не смотрелись тускло и уныло. Кое-где в коридорах, как декоративный элемент, оставлена старинная кладка из желтого кирпича. И я уже не раз, наверное, рассказывала в своих видео, что этот кирпич производился в Гродно на заводе князей Друдских-Любецких. И глина, добываемая в окрестностях города, имела характерный желтый цвет. А прочность этого кирпича – марки от 800 до 1000, современный, к слову, только 100. Иногда фасадные марки равные 300. Прочность обозначается как давление килограмм на 1 см квадратный. Старинную лестницу при входе с балясинами сохранили, а соседний выход по лестнице вниз сделали современным. И, по-моему, тоже неплохо. Кованые элементы современного декора смотрятся весьма гармонично. Сегодня здесь сдаются помещения в аренду, различные косметологические кабинеты, есть даже студия йоги на первом этаже. И в ней, в студии, сохранили красивый арочного свода потолок, старые фрагменты кирпичной кладки на стенах здания. Конечно же, сделано и много нового. И предвосхищая комментарии, что это, мол, новодел, я скажу так: уж лучше хороший качественный ремонт, новый, если к тому же удалось сохранить старые элементы декора, чем совсем убогая и убитая попытка реставрации а-ля старина. Ведь не всегда есть возможность сохранить и отреставрировать что-то, вот как в этом здании, например. Здесь всю старинную плитку на полу, где могли, бережно сохранили и покрыли что-то похожее как лаком для пола, точно так же, как и лестницу. Видно, что все отмыто и чем-то покрыто для сохранения структуры этих плит. А где было невозможно это сделать, положили новые материалы, которые, по-моему, красиво и органично вписываются в концепцию старого здания. Я сама снимаю только то, что мне самой нравится. Денег за рекламу и съемки я не беру, так что если мне не понравится, я бы так и сказала. А вы напишите свое мнение, нравится ли вам здание, как оно выглядит изнутри, ведь, как известно, сколько людей, столько и мнений. А теперь давайте выйдем и посмотрим, что удалось сохранить снаружи дома. Согласно описанию в реестре недвижимости, на доме сохранилось 3 литых чугунных балкона в великолепном состоянии. Балконы бывают двух видов – кованые и литые. Ковка – это то, что сделал мастер, что называется руками. Они более воздушные, в них есть воздух. А литые – это отлитые из чугуна в тиражированных формах. Одинаковые изделия, из которых после составлен балкон. Литье часто можно увидеть и на балясинах на лестнице. Это яркий пример отлитой чугунного одинакового вида формы, которую после использовали для украшения лестничных проемов и перил. Литые чугунные балконы очень тяжелые по весу, поэтому часто можно увидеть, что под такими балконами очень серьезные направляющие кронштейны, которые поддерживают такой балкон, и облегченный пол, чаще всего из деревянных досок. Другое дело балконы кованые, вот как этот. Посмотрите, они более изящные, легкие, весят гораздо меньше, и под ними могут быть более изящные кронштейны. Либо не быть вообще, а только бетонные плиты, вот как на соседнем доме. Под литыми чугунными балконами кронштейны всегда очень серьезного вида, чтобы удержать вес конструкции. Чугунные литые балконы, они более ажурные, со множеством мелких деталей и элементов.
Кованые чаще всего, они другого вида, в них практически отсутствуют мелкие детали, но есть общая концепция формы. На лицевом фасаде дома сохранились два небольших балкона, а третий с обратной стороны. Он немного длиннее, больше по размеру, но тоже великолепно сохранился. На неоштукатуренном фасаде угла здания хорошо видно, что здание имеет также скругленные углы. Дело в том, что такой прием использовали и чисто из практических соображений. Угол круглой формы, причем он и в комнате внутри тоже круглый, лучше сохранял тепло, которое равномерно циркулировало по комнате. Ну а с точки зрения суеверий считалось, что в углах скапливается негативная энергия, и острых углов в строительстве старались избегать. Окна в этом доме, похоже, деревянные, и на них можно увидеть такие деревянные элементы декора. Дело в том, что такие элементы чаще всего присущи старинным окнам, если обращали внимание. Довольно часто можно увидеть такую форму окон именно в старом фонде, где их не меняли. Рядом стоящий дом под номером 25 был построен позже, в 1900 году, и первоначально он был одноэтажным. Согласно сведениям из книги Виктора Саяпина, здесь, в этом доме, находилась конспиративная квартира царской охранки в Гродно. Вот такие дела. И если завернуть во дворик этого дома, то он имеет такой странный и очень атмосферный вид, как будто попадаешь в одесский дворик. Ни разу не пыталась здесь подняться по лестнице, все же это частное владение, но, наверное, очень необычное ощущение. А соседний дом номер 27 построен в 1898 году в стиле эклектики, и при строительстве дома использовался кирпич от разборки построек, пострадавших при пожаре 1885 года. Дворик очень интересный, и есть сведения, что в начале 20-х годов зданием владела семья Эпштейн. В 1920-е годы здесь работала сапожная мастерская и был продуктовый магазин. Видите, над подъездом, под окном сохранилась даже звезда Давида. А если войти в подъезд и посмотреть, какие здесь лестницы и ступеньки, то, конечно, все очень старенькое, деревянное, нет кованых балясин, но тоже имеет свою такую атмосферу интересную. И полюбопытствовать, заглянуть, в общем-то, тоже было интересно. Вот этот желтый дом – это уже номер дома 29, то есть 27-й это был тот розовый, а 29-й он уже построен позже, в 1923 году. Много интересных домов и необычных двориков есть на улице Городничанской. Здесь сохранились в хорошем состоянии почти все старинные балконы и двери. Много где на лестницах в домах есть старинные чугунные литые балясины, старая плитка. Под балконами много кронштейнов декоративно-художественной формы. Главное уметь все это подмечать, прогуливаясь неспешно по этой тихой улочке. За домом номер 23 сейчас ведется строительство нового здания. Как-то читала, что, возможно, здесь будет здание социально-бытового назначения. Откроют, наконец-то, продуктовый магазин в пешей доступности для жителей этой удивительной старинной улочки. Ну что ж, как говорится, если поживем, то увидим. Если видео понравилось, ставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Пишите свои комментарии. А может быть, вы здесь живете? Напишите, как вам тут нравится. Мой канал для того и создан. Для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.